Всем привет, друзья! Доброго времени суток! С вами проект Power Device, и здесь мы разговариваем об улучшениях телефонов Xiaomi, Redmi и Poco. Практически все пользователи телефонов Xiaomi, Redmi и Poco знают, что на эти телефоны можно установить интересные виджеты с помощью подмены бэкапа. Таким образом, можно установить действительно очень интересные и полезные виджеты, но есть одно но. Все наши иконки на разных рабочих столах, которые мы так долго располагали удобным для нас способом, разлетаются. И если у вас, как у меня, установлено много приложений, то их достаточно сложно собирать в нужном порядке, как они были до установки виджетов. Так вот, друзья, в этом ролике расскажу об одной фишке, которая позволяет нам установить различные виджеты из китайских систем MIUI и HyperOS. Все это также будет делаться через подмену бэкапа, но только мы сможем сохранить полностью свой рабочий стол и при этом добавлять все те виджеты, которые мы подменяем. К слову говоря, помог мне с этой фишкой один человек из нашего телеграм-чата Power Device, вот под этим ником. Данилу за это отдельная благодарность. Обязательно смотрите это видео до самого конца, чтобы у вас не возникало лишних вопросов. Сейчас все по шагам объясню. Первым делом в любом случае нам нужно сделать резервную копию нашего рабочего стола. Для этого идем в настройки о телефоне, резервирование и восстановление, мобильное устройство. Снимаем эти галочки, нажимаем вот сюда другие данные, идем вниз, выделяем системную оболочку. Создать резервную копию. Нажимаем. Далее заходим в проводник, хранилище. Здесь в любом месте у меня это папка APK. Нажимаем плюсик. Создаем папку «Мой рабочий стол». Здесь будет храниться ваш бэкап с вашим родным рабочим столом. Далее в хранилище идем в папку MIUI, Backup, All Backup. Именно здесь создается бэкап нашего оригинального рабочего стола. Выделяем эти файлы, еще, копировать, внутренний накопитель, я иду в папку APK, мой рабочий стол и нажимаю сюда вставить. Теперь в папке мой рабочий стол лежит наш оригинальный бэкап, это обязательно нужно сделать. Друзья, теперь самый важный момент. На вашем Xiaomi, Redmi или Poco делаем щипок, нажимаем шестеренку, еще. И если ваш телефон, а именно категория вашей прошивки, поддерживает -1 экран, вот она, лента виджетов, рекомендации Google, либо вообще это можно отключить. В общем, если на вашем телефоне есть такие настройки, то вам повезло. Вот, например, на моем Redmi Note 10 Pro, если зайти в те же настройки, здесь не будет -1 экрана. Если же он у вас есть, то заходим сюда и включаем ленту виджетов. Потом ее можно будет отключить. Идем на рабочий стол. Вот она активировалась. Далее, друзья, смотрите, что нужно сделать. В своем телеграм-канале я уже много раз выкладывал разные бэкапы с различными виджетами. Например, я выбрал 4 бэкапа с самыми интересными виджетами за последнее время. На все эти бэкапы я оставлю ссылки под этим роликом в описании. Вы их скачаете в моем телеграм, не забудьте на него подписаться. Когда вы их будете скачивать из моего телеграм, потом зайдите в хранилище, Download, Telegram, и именно здесь вы найдете скачанные файлы с бэкапами. Я для своего удобства перенес их в отдельную папку. Теперь смотрите, копирую, например, один из этих файлов. Вот этот. Нажимаю еще, копировать, накопитель, папка MIUI, Backup, All Backup. Вставляю сюда. Системная оболочка – это наш родной рабочий стол. Выделяем его, еще, переименовать. Выделяем все это название до точки, точку не затрагиваем. Копировать. Отмена. Теперь удаляем этот файл, нажимаем удалить. Удерживаем на бэкапе, который мы будем подменять. Еще, переименовать. Вставляем название, которое мы скопировали, также до точки. Идем на рабочий стол, настройки. О телефоне, резервирование и восстановление, мобильное устройство, восстановление, другие данные, системная оболочка. Нажимаем «Восстановить». Идем на рабочий стол. У нас появляются вот такие интересные динамические виджеты из HyperOS.
Но, к сожалению, при этом все наши иконки, как вы видите, раскидывает по разным рабочим столам, что очень неудобно. Что делаем далее? Не обращаем внимания, что все иконки у нас раскидало. Сейчас мы их вернем, как у нас все было. При этом у нас останутся различные виджеты. Идем в ленту виджетов, которую мы активировали раньше. Удаляем здесь все ненужные виджеты. Также можно нажать 3 точки «Управление службами». Отключаем эти галочки. Далее из всех этих виджетов выбираем те, которые нам больше всего нравятся. Например, я беру вот этот, переношу его в ленту виджетов. При этом почему-то у меня телефон немного тупит, я шагаю назад и все восстанавливается. Вот он, данный виджет, появляется в нашей ленте. Также, пожалуй, перенесу еще вот этот виджет. Что делаем дальше? Снова идем в проводник, заходим в ту папку, где у нас лежат скачанные бэкапы из моего Telegram. Только что я подменял вот этот бэкап, называется он HyperOS Dynamic Widgets. Теперь, к примеру, я подменяю вот этот файл, выделяю его, вы уже знаете, как это сделать. Показывать я это не буду. Итак, я подменил следующий файл с виджетами. И как всегда, все иконки на моем рабочем столе раскидало, но при этом появились вот такие виджеты. Теперь смотрите, выделяю какой-то интересный виджет, который мне понравился. Иду к ленте виджетов и переношу его сюда. Пожалуйста, он появился здесь. И предыдущие виджеты здесь также остались. К сожалению, друзья, смотрите, вот здесь есть, например, вот такие виджеты. И если я его возьму и попробую перенести в ленту виджетов, лента виджетов не поддерживает размер данного виджета. Другими словами, к сожалению, не все виджеты туда можно закинуть. Но, например, туда можно закинуть вот такие. Думаю, здесь все понятно. Итак, двигаемся дальше. Я сделал очередной бэкап. Здесь у нас вот такие виджеты. Сразу скажу, если у вас здесь есть подписи, то вы можете зайти в настройки, еще, не показывать текст, выбираем везде. И, к большому сожалению, например, вот такие капсульные виджеты не поддерживаются лентой виджетов. Видите, они не переносятся. Можно перенести только вот такие квадратные. В общем, друзья, в ленту виджетов я перенес вот такие виджеты. Конечно же, вы можете собрать сюда любые виджеты, если они подходят. Напомню, что на эти виджеты ссылки я оставлю в описании под этим роликом. Далее самое интересное. Заходим в проводник, хранилище. Я иду в папку APK. Находим папку, которую мы создавали в начале ролика. Мой рабочий стол. Вот он. Это наш оригинальный рабочий стол. Копируем этот файл, нажимаем еще, копировать, внутренний накопитель, папка MIUI, бэкап, all backup, нажимаем вставить, заменить. Теперь настройки о телефоне, резервирование, мобильное устройство, восстановление. Нажимаем восстановить. Пожалуйста, мой рабочий стол полностью восстановлен. Мне ничего не нужно делать. Он стал таким же, как и до установки виджетов. И как вы уже догадались, в ленте виджетов у нас остаются все наши виджеты, которые мы переносили. Просто берем любой виджет и переносим его на наш рабочий стол. Все просто. Задавайте свои вопросы в комментариях, если они у вас возникнут. Пожалуйста, не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на мой телеграм-канал, на мой YouTube канал. На этой ноте буду завершать ролик. Желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. Увидимся в следующих видео. Пока-пока.